Друзья, всем привет! Андрюша Рублев. Андрюша, Привет. оцени наш микрофон, пожалуйста. Поздравляю. Спасибо. Ладно, как ты себя чувствуешь? Все хорошо, все в Шанхае. Первый день, вчера вечером прилетел. Мы тебя ждали час. Здесь прям, на этом месте. А пробки большие, здесь всегда так? Давай небольшая экскурсия по Шанхаю. Ну да, пробки большие. Если пробок нету, ехать минимум час. Если они чуть есть, то может. В том году 2 часа ехали один раз. Поэтому здесь очень далекие расстояния от отеля и до кортов. Как ты себя чувствуешь физически? Ты так в Пекине обмолвился, что были проблемы со здоровьем, не знал вообще, сыграешь или нет в Китае, но мы тебя здесь видели в Пекине. Что можешь про это рассказать? Ну что, все хорошо, слава богу. Пекин очень повезло, что получилось сыграть. Поэтому никто не ожидал, никто не надеялся. И поэтому все рады, что помимо того, что получилось сыграть, получилось вообще выиграть там матч. Поэтому все хорошо. Сейчас уже есть хотя бы пару дней получше потренироваться и посмотрим, что будет в Шанхае. Ну, ты сам в Пекине сказал в интервью на корте, что у тебя была операция. Я, кстати, не думала, что ты не будешь об этом говорить, но тебя не отговаривали, потому что получается... Особо нет, потому что, во-первых, знает меня, и, во-вторых, как бы доктор сказал, что его риск. Но он сказал, что если ему выбрать поставить деньги, то как прошла операция, то как все идет, то он бы поставил, что не должно ничего случиться. То есть врач был уверен, да, в тебе? Нет, он не был уверен. Не был? Подожди, объясни нормально, я не понимаю. Нет, он говорил, если гипотетически можно было поставить, все ли будет нормально или нет, то из того, как все прошло операция, то, как дальше складывалась реабилитация от того, что мы ему рассказали, он сказал, что он бы поставил, что все будет нормально. То есть он мог поставить. А поскольку, ты же никогда не знаешь, то есть, возможно, были бы и побочные эффекты, и тогда бы уже сезон бы был конец точно. Но все равно... это, было мое решение, и все меня знают, поэтому я сказал, что я буду играть. Ты сумасшедший? Я сказал, что посмотрю, понятное дело, не буду брать риск, если я прилечу в Пекин, и я буду чувствовать, что я не могу еще, я боюсь или не могу как-то двигаться, или еще что-то, то я не буду играть, но в итоге за день до этого уже стал полностью двигаться, бегать, и поэтому уже, то есть просто уровня игры не было такового, потому что не тренировался, а в плане, чтобы смочь играть, я уже чувствовал, что могу, поэтому я просто вышел как есть, но в итоге получилось даже выиграть матч, чему все оказались рады. Обалдеть. А что ты ждешь от Шанхая тогда в таком состоянии? Ничего не жду, что хотя бы в плане теннисном плане будет получше, потому что уже сыграл один турнир, уже физически себя лучше чувствую, потому что в Пекине после первого матча я еле встал на следующее утро, все болело, все мышцы и так далее, и так далее. И потом уже после второго, после третьего вчера вообще полумертвый был, поэтому сейчас, понятное дело, будет уже легче даваться матчи в плане физически восстановительно, и сам уровень игры будет тоже, надеюсь, получше, потому что я уже сыграл матчи, уже набрал какую-то форму, плюс сейчас еще смогу полноценно тренироваться. А уже как получится сыграть или нет, это уже увидим. А ты держишь в голове какую-то такую историю, что нужно очки защищать, что там итоговый турнир? Там же идет все по гонке. Неважно то, что защищать, не защищать. Нет, не про Турин понятно, что это рейс, но в принципе так большой это и есть рейтинг. Рейс это и есть твой рейтинг на сегодняшний день. То есть какой ты идешь в рейсе, такой у тебя будет рейтинг к концу года. То есть не имеет значения от того, что горит что-то. То есть важно, если ты идешь, условно, в рейсе 7-й, я иду сейчас, по-моему, мне кажется, 7-й. От того, что мне сгорит, я проиграю в первом, мне сгорит Шанхай, я в рейсе не упаду. А рейс это и есть твой рейтинг, который будет к концу года, если ты продолжишь играть. Я помню, да, как ты относишься к рейтингу. Поэтому обычный рейтинг я вообще не смотрю. Окей, последний вопрос. К концовке сезона ты как относишься? Тоже просто ее доиграть, дожить или что-то ставишь, какие-то задачи? Нет, конечно, важно, потому что идет все равно, хочешь ты не хочешь думать об этом, идет все равно гонка за Турин.
хочется, конечно, попасть, и поэтому, конечно, конец сезона очень важный, потому что сейчас там буквально за эти 3-4 турнира все решится для последних 4 мест, а на эти последние 4 места человек 8-9 претендует, поэтому, конечно, сейчас, наоборот, все ключевое самое. Что будешь играть в самом таком неудачном раскладе? Все подряд, все, что возможно? Да пока еще не думали о таком, ну, пока что официально Шанхай, Базель, Париж. А если там что-то не очень, наверное, ну, по-любому буду же дополнительно что-то играть. Добирать, да? Ну, добирать или не давать, не знаю, там же уже идет стратегические тоже моменты, и лучше быть там условно заявленным где-то на турнире, потому что тогда там посев другой у других игроков, которые за тобой, то есть ты им тем самым чуть хуже делаешь. Нас уже прерывают. Мы благодарим Андрея Рублева. Андрюш, спасибо тебе.